Так. Начался эфир, и вот у нас уже первые гости. Ну, сложно, наверное, вести эфир ВКонтакте, потому что народ не понимает, где их смотреть. В принципе, я сама не понимаю. Вот. Так. О, сердечко. Класс. Синее. Обалдеть. Ну что, у нас только 2 человека. Это так не пойдет так дело. Целая минута уже в эфире, только 2 человека. Что-то как-то плохо видно. Не могут все найти эфир. Так, мы начали уведомления ваших друзей. Так. Так, что же я сделала не так, что мои девчата не могут найти эфир? Девочки, вам меня видно или слышно? Интересно, вы можете здесь писать комментарии? Может кто-нибудь попробовать написать комментарий? А то я вижу, что у нас есть присоединившийся, а вот я вижу. Круто. Добрый день, видно. Супер. Наконец-то мне хоть кто-то написал комментарий. То здесь как в лесу мы. Кино. Да уже начался, девчата, начался. Мне пишут здесь. О, пошло дело. Вот так. Где можно просмотреть прямые эфиры? Так. Обходила стороной. Девчата по группам пишут, что ВКонтакте им не нравится, они не знают, куда заходить, и вообще где смотреть, и где это все искать, и вообще, я сама такая, если честно, я сегодня вообще со своей страницы не могла выйти, и не могла, здравствуйте, ну наконец-то, ну движение началось, это я сама как вообще здесь, как дурак. Сижу, наконец-то у меня люди есть. Так, целых 18 человек. Ничего себе! Будем считать, что это 1800, да, девчата? Почему? Потому что не все умеют пользоваться ВКонтакте, и не все даже сейчас, вот я сейчас читаю свой чат, большой, который к моему телеграм-каналу привязаны. Девочки вон кипишут, не могут ничего найти, не могут присоединиться, но мы немножко подождем. Красавица наша, спасибо. Непривычно здесь, да, но в принципе здесь, как и в Инстаграм, все то же самое. Экран такой же, сердечки можно ставить, комментарии можно писать. Единственное, я не вижу, вам вот этот столик видно или нет. Потому что он у меня мутный. А я буду здесь работать, на вот этом столике делать с вами подснежники. Вот так поднимаю, вижу, вот так опускаю, не вижу. Здравствуйте, ну наконец-то, боже мой, ко мне народ пришел. Я же здесь в лес пришла за подснежниками. Видно, ну и классно, что видно. Значит, мы будем работать. Сейчас еще минутку подождем. Действительно, там в чате, я смотрю, приходят смс-ки, что не могут найти. Все-таки, может, сейчас кто-то из девчат. Вот, видите, долго искала, куда нажать. И, если честно, куда вы нажали? Если честно, я даже не знаю, куда нажимать. Я думала, что будет этот кружочек, как в Инстаграме. Ну ничего, в принципе, я, допустим, свой Инстаграм не бросаю, бросать не буду. Мне там привычно, просто что вот через этот VPN заходить. У меня еще этот VPN ужасный. Вообще не тянет интернет, но сейчас я там не активничала, потому что я записывала пасхальный курс. Вот кружочек был. Пасхальный курс свой записывала, спешу. У меня начинаются с 29 числа эти... Закрывай, Дима. Живые мастер-классы в Воронеже, и все, я тогда уже не смогу там ничего даже записывать. И вообще, буду только отвечать на вопросы, и очень спешу, не сплю, спать хочу ужасно. Сегодня у меня перерыв, потому что я готовилась
Готовилась к марафону. Так, оповещение пришло. Через него сразу можно зайти к вам на эфир. На аватарку нажимаешь, заходишь. Вас не заходит в Инстаграм. Вам нужно скачать VPN. Без VPN, конечно, не заходит. А сюда не заходит этот с VPN. Ну, в общем, вообще ерунда такая. Ладно, девчата, работаем и смотрим, наслаждаемся процессом. Тех, кто есть, тот есть. Я поставила видеозапись с экрана, постараюсь куда-то это потом видео подставить, если даст мне Telegram такое видео большое загрузить. Мы сейчас с вами будем делать подснежники. Я приготовила вот такие вот корзиночки. Это формы для капкейков. Они продаются, они очень классные. Не дешевые, я вам хочу сказать, но у них, конечно, капкейки очень очень красивые. Я не стала печь капкейки, потому что оно мне не нужно, да. Спасибо, я тоже рада вас видеть. Мне оно не нужно. Я заполнила его просто кремом. Моя задача вам показать, как делать цветы, допустим, либо на капкейках, либо на торте. Ну, я 2 стаканчика себе приготовила. Вот. Крем мы уже с Дмитрием сделали. Кремом я буду работать белково-заварным. Кто меня не знает, зовут меня Елена Попова, но я думаю, вы все уже знаете, если пришли сюда. Вот, девочки, кто из нашего чата, пожалуйста, выйдите отсюда, зайдите в чат и скажите, что эфир начался, и расскажите, как его найти. Я вас очень прошу, потому что у меня сердце обливается кровью, когда я вот вижу, жду, и я, ничего нет, пока вот сейчас пишут в чате Поповой. Никто ничего не может найти. А тема эфира у нас очень интересная, очень полезная, весенняя, красивая, очень такая нужная. Вот. Сделали белковый заварной крем. Сегодня мы делали его еще на альбумине, тестировали альбумин, но, к сожалению, альбумина хорошего уже, наверное, с год как нет, так и нету. Дальше продолжается. Однажды я купила 6 килограмм альбумина и вернула его, потому что он не взбивается на самом деле, поэтому с альбумином будьте осторожнее. Вот. Продавцы, которые продают альбумин, они не всегда понимают, какой альбумин они завезли, и не могут вам ответить на вот этот вопрос, пенообразующий он или гелеобразующий. Нам нужно пенообразующий. Потому что гелеобразующий, он пока без горячего сиропа он забьется, но когда начинаешь заводить этот сироп в крем, он садится и получается такая текучка. Вот. Насадку мы будем использовать 79, вы ее называете все улыбка. Ну, смотрите записи, но мне кажется, здесь даже и эфир не сохраняется. Не знаю, девчата, если честно. Ну, будем смотреть. Будем стараться. Это первый наш эфир, и для меня первый эфир. Такой экспериментальный. Смотрите, насадка 79, ее почему-то все называют хризантемой. Я не называю насадки там роза, хризантема, листик, лепесточек, либо еще что-то. Это насадка 79. Не поверите, не можно все делать, не только хризантемы, ну можно еще и ромашки делать, и герберы делать. Но мы же ее не называем, этот ромашка гербера, да? Вот... Не могут девчата найти вообще. Девчата, помогите. Ай, не могут найти эфир. 79. Вы можете использовать 80 либо 81 по желанию. Они все одинаковые, различие только в том, что они на пару миллиметров меньше. Вот. Дальше. Для зелени мы будем использовать насадку 872. А для меня оказалась новостью, она вот такая с зубиком, с треугольничком, что ее сейчас очень тяжело купить и там не найти или еще что-то. Девочки в моем чате посоветовали, ой, простите, девчата, посоветовали купить насадку с зубчиками, спилить все зубчики и загнуть один.
Здравствуйте. Поэтому можно ее сделать самому. То есть есть такая насадка 1М продается, там много зубчиков. Вот все спиливаете, один оставляете. Так, дальше. Покрасила я уже зеленый цвет. Себе мой любимый. Слава богу, сейчас появились такие красители красивые у Топ Декор. Это лавровый лист. Я пользовалась раньше всегда сухим пигментом K-Colors, оливковый он назывался. Но я так подозреваю, что Топ Декор просто сухие красители своим гелем разводят и получают остальные цвета. Вот сиреневый у них появился виноград, еще что-то. То есть они закупают сухие красители, разводят их гелем и получают вот линейку. Ну, слава богу, что у них, кроме вот этих 8, что у них было, появилась шикарная линейка красителей. Я себе набрала и с удовольствием сейчас буду работать, потому что сейчас выбирать, девочки, мы не будем и не приходится. Если есть под рукой что-то такое, что вы можете купить, приобретайте. Крем у меня без масла, конечно. Спасибо за ссылку. Зашли. Так, конечно, сухой краситель нужно разводить водой, прежде чем его насыпать в крем. Разводим до состояния такого геля. Если вы в сухой краситель добавите пару капель воды, вы и получите гель. Привет, девочки, наконец-то позаходили. Господи, слава богу. Через предыдущего спикера зашли. Ну, хорошо, хоть так. Сама не знаю, как заходить, честно. Вы не засыпаете сухие пигменты сюда. Почему? Здесь в креме не хватит влаги, чтобы раствориться. Это белково-заварной крем, он без всяких секретов, просто, ну, правильно, он приготовлен и все. Меня раздражает вообще вот это, что какие-то должны быть секреты. Девочки, секретов нет вообще, абсолютно. Какие могут быть секреты? Из простейших продуктов, простейшим способом, просто... Белковый крем это вообще один весь большой секрет, он загадка. Он может получаться, может нет. Вот и все. Нужно его просто понять, полюбить, и он отплатит вам, я не знаю, старицы, да, как говорится, зашли. Ну, наконец-то, вот. Поэтому его нужно правильно уметь готовить. А вот какие-то секреты добавления какого-то там пектина, либо винного уксуса, либо винного камня, либо еще что-то, я не понимаю этого. Для чего это делать, вот. Поэтому белковый крем, он очень классный. Ну все, смотрите, что мы с вами сделаем. Мы прокрасим мешок. Я хочу, чтобы мы будем делать с вами подснежники. Я хочу, чтобы мой подснежник был с такими... Привет, девчата. Ой, привет, привет. Слава богу, зашли. Сама в шоке. Ну, я думаю, 150 человек для ВКонтакте... Ну как, это вообще крутяк, да, на самом деле. Сердечек у меня сколько, мама мия. Нашли меня. Ну, хорошо, что нашли, вы еще ничего не потеряли. Я специально тянула время для того, чтобы вы все сюда попали. Я прям вот с кулька возьму. Топ Декор, он жидкий. И просто окрашу мешок. Пару капелечек сюда себе. Обрезать только его надо, девчата. Вот этот краситель осторожно, то есть прокалывать маленькую дырочку, я вам расскажу из-за чего, потому что они текут. И распределю там, где у насадки спинка. Я своим девочкам рассказываю, что вот это у насадки спинка, вот это животик. Ну, дабы, чтобы они понимали, где что. Почему спинка? Потому что горбатая. А животик, потому что он должен быть втянутый, в принципе, как у нас. Но не в моем случае, потому что я растолстела. Потому что я физически ничего не делаю. На самом деле. Вот так, смотрите, я прокрасила. Крем белковый обязательно перед тем, как вы будете с ним работать, вымешать нужно. Вот это, наверное, тоже секрет. Но это не секрет, это правило работы. И их много. Видите, я его подмешаю, потому что со временем он начинает зефириться. На самом деле крем похож на зефир, он очень вкусный.
Я сейчас вам принесу, покажу. Я делала, вот уроки снимала буквально, не знаю, сколько-то дней назад. Цветы. И я покажу, как они... Смотрите, что я делаю. Вы видите, я держу насадку руками и спускаю крем. Мне об этом никогда не говорили. К этому я дошла сама. Что если вы не будете держать ее руками, вот немножко у нас такие пошли полосочки. Видите? Ну, для красоты немножечко. Прожилочки будут. Так вот, если в вашем доме сухо, то ваши цветы будут выглядеть вот так. Видите? Смотрите, как мастика, да? То есть мастика, она засыхает в камень, а вот ваши цветы будут выглядеть вот так, если в вашем доме... Ой, девчата, простите. Как я хочу спать, не могу. Вот, смотрите, видите? Это при условии того, если в вашем помещении хорошая, ну, сухая погода. Если у вас влажно, то цветы будут липучие. Секрет это, ну, не знаю, не секрет, это наработанное опытом. Вот девчата, они работают, это у меня крем плывет. Им же никто даже не рассказывает, что он плывет только от того, что вы сушите белье на батареях, варите борщ, когда делаете кремовые цветы, кипятите бесконечно чайник, пьете чай и все остальное. Секрет это? Ну, нет, наверное, не секрет. Это просто правило работы с белковым кремом, который, ну, никто, наверное, не хочет озвучивать. Вот и все. Может, сами не понимают. Там ссылку скинули на эфир, да, девчата? Кто это у нас такой молодец, да? Завис экран, наверное, плохой интернет. Так. Вот, у нас 200 человек, вообще огонь. Мы уже будем с вами начинать. Вот, поэтому цветы с этого крема получаются шикарные. А в наших условиях, да, девчата, это просто песня дня. Как моя студентка говорит, что вам не нужно тратиться. Хотя сахар сейчас тоже как белое золото стоит. Ну, по крайней мере, он не стоит как крем-чиз и как шоколадный ганаш и все остальное. Правда же? Вот. Так, первое, что я сделаю красивые вытянутые лепесточки, листочки для нашего подснежничка. Прям сделаю целую кучку, целую полянку. Вам видно, девчата? Мне тоже потом расскажете, как заходить сюда. Сама не понимаю, чтобы я знала. Очень жаль, хотелось посмотреть. Так, насадка у нас 872. Кто у меня сейчас будет проходить с завтрашнего дня курсы, она вам нужна будет. Как тоже нужна? Это все и пакетом можно сделать. Но если она у вас есть, вообще, ну, замечательно. Я сейчас рассказывала, что... Я сейчас рассказывала, что можно купить насадку с зубчиками и отрезать все, да? Эфир сохраню, конечно, если смогу. Все, в общем, мы с вами работаем. Что нужно? Как работать вообще с белковым кремом? Белковый крем, он вообще терпеть не любит трусов. Он любит таких смелых людей. Если вы дрожащей рукой вот такой вытягиваете тоненький листик, конечно, он упадет. И будет похож на ушки спаниеля. Но если вы ему даете огня, то есть вы ему даете... крема чуть больше, чтобы он уплотнился, он вам будет благодарный и будет стоять. Внизу всегда листочек должен быть шире, то есть толще, вверху уже. Что нужно сделать? Нужно начать давить, во-первых, смотрите, вот эта штука, да, нужно закрутить обязательно. Кто-то на пальцы наматывает, кто куда, кто перематывает резинками. Я ничего не делаю, я просто закручиваю пакет для создания определенного давления. Дальше. Второй рукой начинаю придерживать и давлю, и только потом разжимаю руку. Вот смотрите. Видите, какие я делаю лепесточки, листики. Так.
Поздравляю, Юля, твоих родителей с юбилеем. Вот. Давлю и тяну. Вот такие остренькие листочки делаю. Если у вас такой насадки нет, вообще не беда. Крем вымешивайте лучше, чтобы он у вас не рвался. На самом деле такие подснежники могу за секунду сделать, если не буду болтать. Ну, вам, наверное, эфир не понравится, если он будет длиться одну всего секунду. Этой насадкой буду на зефирном курсе делать эти астры. Господи, здесь какие-то мужики у нас. Мужчины, что вы делаете здесь? Насадка 872, она круглая и с таким вот зубиком. Вот. Дальше мы берем насадочку. И сейчас мне еще нужно приготовить кулечек для тычинок, для желтых. Пожалуйста, секунду подождите. Ой. Так, желтенькие тычинки мне надо. Прошу прощения, что я бегаю туда-сюда. Ну, здесь, я знаю, что здесь все свои, все меня простят, да, девчат? Даже если я бегаю. Мы сейчас с вами покрасим немножко сразу для тычинок. Не знаю, нужны они будут нам и нет. Просто желтого цвета капнем чуть-чуть в мешок. И покрасим в мешке, чтобы не вымазывать свою посуду лишний раз. Что я делаю? Сейчас я буду вот там в промежутках, где у меня между листочками осталось белое, видите, я сделаю по 3 лепесточка животиком все время в середину. Вот у меня есть ось, я сделаю 1 лепесточек, поверну, 2 лепесточек поверну, 3. У меня всегда будет животик внутри. Это я делаю для массовки. Надавила, вытянула, надавила, вытянула, надавила, вытянула. Это вот так смотрится, видите? Животик все время в серединке. Можно 2 сделать. Это для нашей массовки, как будто там много-много подснежников. Без этого никак. Я эту массовку придумывала, наверное, года 3 назад еще на гортензиях. Она зашла прям. Смотрите. Насадка 79, девочки. Насадка 79 для подснежников. Вот такая улыбочка. Смотрите, ее все называют этой хризантемой. Но это неправильно. Я ее, допустим, сейчас назову подснежник, да? И вы с толку собьетесь, ища в интернете насадку подснежник. Можно так оставить. Если вы делаете капкейки, все, секунда дела, и у вас уже композиция ваша готова. Животик всегда в серединке. Смотрите, какая прелесть. Мне очень нравится. Отключи комментарий. Я даже не знаю, как отключить комментарий на самом деле. Я могу отключить комментарии, но я тут и так ссылку, добавить запись, добавить товар, добавить опрос. Даже не знаю, что здесь нужно сделать. Спасибо. Все, смотрите. Это вообще такая секундочка, вот честное слово, и у вас уже готово. Но мы пойдем дальше, мы сделаем их более пышнее и более наряднее. Я хочу, смотрите, как классно смотрятся вот эти вот прожилочки, да? То есть какая-то игра. Можно еще поставить сразу туда тычиночку желтенькую, будет еще красивее. Белковый крем любит всякие какие-то оттенки, хотя у подснежника тычинка зеленая. Можете зеленую, без разницы.
Так, и дальше я сделаю вот такие возвышенные на вот такой соленой соломке. Не пугайтесь, что соломка соленая, это очень вкусно. Я, наверное, сильно близко в экран тащу, это свою морду засунула, да? Видите, уже себе женихов там нашла, кто-то на мне жениться хочет. Вот. Насадка для подснежника 79. Берем солененькую соломку, она глазированная. В таких вот она в контейнерах продается, она классная, потому что бывает такая толстая, страшная. Но на самом деле, если вы вот попробуете соломку вот так с кремом, вы просто потом не остановитесь, потому что крем сладенький с кислиночкой, а соломочка соленая. И это просто, ну, круче всяких муссовых десертов. Поверьте, я на своих МК стараюсь даже не есть, потому что я потом не остановлюсь. Так, что я делаю? Смотрите, я поставлю вот здесь, у самого края, маленькую тычинку. Могу ставить, могу нет, могу 3. Это не принципиально. Будет видно, не будет видно, не будет видно. Без проблем. Дальше наклоняю вот так палочку на себя, и лепесточки я также буду тащить на себя. Я хозяйка крема. Куда я лепесточек потащу, туда он и ляжет. Моя задача, чтобы они стояли в серединку. Видите, то есть вот такого были. Но ломать кисти, поднимать локоть от тела, это совершенно неправильно. Вы, девчата, будете смотреть видео правила работы, кто на курс завтра идет, работы с белковым кремом. И там я говорю сразу, если только вы локоть уже от тела оторвали, знайте то, что вы что-то делаете не так. То есть заламывать кисть я беру, наклоняю палочку и вот так вот на себя. Смотрите, видите, как красиво? И немножко в промежутках в шахматном порядке я отклоняю. Боже мой, такие подснежники лепить нужно 3 дня. Вот здесь я сделаю подпорочку, шарик такой. Здесь секунда дела. Поверьте, я вас просто развлекаю и тяну время почему-то, не знаю. Не может же эфир за 5 минут закончиться. Вот. А так это, я не знаю. И вставляю. Вы палочку можете заглазировать в глазурь. Вот такой вот у нас еще подснежничек. Он кажется большим, потому что он высокий, но мы сделаем ему еще компанию. И это будет очень круто. Раз, два. Обязательно вращайте палочку. Можно сильно их не открывать. Можно не делать вот эти штуки, если вы спешите. О. Очень красиво, да? Обалденно просто. Все цветы я придумываю сама, девчата. Вот сижу. Но самая моя большая победа вообще сейчас, да, самая моя большая была победа, это вывести белковый крем. Я же его еще с одноклассников выводила в люди, да. Когда пришла в Инстаграм, начала в Инстаграм, ну, самая большая победа моя. Я придумала уникальный рецепт зефира, которого нет аналогов вообще в мире. Причем вот совсем недавно, дня 4 назад. Он мне просто на голову упал и все. Ну, вообще, я не знаю. Это просто... Я уже буду на этом рецепте работать вот сейчас. Могу так 3 штучки оставить. Но я точно могу вам заявить, что аналогов нет. Потому что они уже бы были, и я бы это видела. А так нет. Ой, какая прелесть, смотрите. Такой стаканчик для мамы сделать. Сделайте его шоколадный, наполните муссом 3 шоколада и навтыкайте таких палочек. Соломка не размокнет, если вы ее окунете в шоколад, допустим. Там, где будет... я уже заплетаюсь, и очень много... Сейчас у меня очень большая нагрузка из-за урока. У меня там 33 позиции на курсе завтра, да? И мне же их нужно записать, чтобы потом было время отвечать. И у меня же язык заплетается. Конечно, бесподобно смотрится.
А для вас, девчата, на курсе мы ландыши делаем, да? Нет, рецепт зефира это не тот, что вы покупали, это совершенно новый, который, я же говорю, аналогов нет вообще в мире. Это и не заварной, и не классический, и даже не смешанная технология. Это просто вот на ровном месте. Это вот знаете, что как и шел, остановился и нашел кусок золота. Все, вот это вот, ну вот это вот так вот, да. Да, я с этим рецептом во Владивосток приеду. И там уже буду работать, потому что это мне облегчает труд. Так, ну, я не знаю, кто опоздал, давайте еще один стаканчик сделаем. Голосуйте. Или заканчиваем эфир, но я не знаю. Просто эфир идет у нас... хотя уже 30 минут идет, господи. Мне казалось, он только начался. Я уже буду работать вот в Москве на нем, в Воронеже, потому что это просто находка для меня. Все, украсили наш стакан и получили обалденную красоту. Правда, девчат? Вот. Можно купить рецепт зефира. Нет, зефир я этот не продаю. И, наверное, я не знаю, скорее всего, нет, потому что он полетит. Я за него даже еще не заявляла. Я очень хочу, чтобы все знали, что это я придумала. Потому что, блин, я все, что не придумаю... Начинают сливаться, мастера другие показывают, им кто-нибудь напишет, да это же Попова придумала. Они делают такие глаза и говорят, вообще, мне так интересно, кто такая Попова? Мы не знаем. Я это делала еще там когда-то. Ну, конечно, конечно. Все делают, но с белковым кремом все придумываю я. Абсолютно. Куда ни возьми. Одуванчики это мое детище, которые родились еще в 2019 году, в мае месяце. Я первая их сделала. Никто даже не понимал, что можно одуванчики с крема, ничего себе. Ландыши это мое детище. Лилия, это которую уже делать, я не знаю. Это тоже я ее из белкового крема придумывала. Вот, поэтому я не против, абсолютно не против, но зефир нет. Пока нет. Вот. Девочки, сейчас очень много девчат, которые завтра на курсы идут, да? Я вам что хочу сказать. У вас там будет 11 позиций, и все очень легкие, очень. У меня не бывает сложного. Я сейчас еще один стаканчик сделаю, пока поболтаю. У меня не бывает ничего сложного. Почему? Потому что там, где я живу, ну, вернее, где я жила, пока вот я сюда не приехала, у людей нет денег. Слово совсем. Ну, они есть, но никто по 1500 килограмм торта покупать не будет и никогда не купил бы его. Поэтому я украшала всегда все белковым кремом. И старалась же не отставать от моды, да. Надо велюр, пожалуйста, сделаем на белковом креме велюр без шоколада, без ничего. Надо фигурки, да, пожалуйста, сделаем. Надо хорошее, красивое покрытие, сделаем. Я максимально приближала эти дизайны к красивым и модным, потому что, ну, мне хотелось сделать красиво и недорого. Но сейчас все придут к белковому крему, абсолютно. Я сейчас читаю свои чаты, у меня же их много, я их не удаляю. Там с Краснодара девочки переписываются, решают, почем торты, как, какие начинки. Потому что сами знаете, как все подорожало. И пока там все пересчитают, ваши пенсии там или зарплаты, пройдет очень много времени. А кто сейчас цену не задерет, тот и будет на коне. У того останутся клиенты. Смотрите, как делать без насадки. Берем, один лепесточек поставили, животиком вовнутрь всегда. Видите, то есть... Можно 2, можно для массовки, можно 3. Ну, такая красота. Да это ж прелесть прелестная, правда? Да, ты права, Ирина Тырышкина. Каждый сейчас будет делать
Я за простых кондитеров, вот за вас, да мне только в радость делайте, Господи. Я вам хочу труд облегчить, потому что я такая, как вы, я до сих пор продаю торты, и последние торты я продавала еще, ну, пока там я на живые мастер-классы уехала, ну, буквально, не знаю, 3-4 месяца назад еще у меня был ценник, 900 рублей килограмм, и то это уже с поднятием цен. Мне народ до такой степени жалко, они не могут за 1500 покупать. А те, кто могут, они не пойдут, я не знаю, пойдут там крутым каким-то кондитером. Но поверьте, те, которые не могут, их намного больше на самом деле. Ну, у меня, допустим, заказывали мэру города, даже не города, а нашего района. Потому что цветы красивые, да? Подснежник не белый, вам так кажется, у него есть такая сиреневая прожилочка, видите? Перед тем, как заложить туда белый крем, я окрасила мешок, добавила туда чуть-чуточку красителя и растерла. Это краситель на пакете. Вот и все. Спасибо, девчата, что вы меня любите. На самом деле. Так, а если начинаешь о себе заявлять, что там это я придумала, начинают говорить, что ты вот это якаешь, будь скромнее, будь то. Начинаешь опять молчать. Потому что ладно, Господи, кто меня знает, тот знает прекрасно. У меня бы не было столько студентов, как у меня, потому что все знают, что если они придут, да, все же по рекомендациям делается. Никто не пойдет на курс вот так вот. Ну, может, какая-то часть с бухты-барахты, увидев там работу. Нет, сейчас люди наводят справки. Каждый дорожит своими деньгами. Это когда там только начинали вести МК, был какой-то голод, девчата шли на все МК подряд. А сейчас они не идут. Я в первую очередь говорю, что вы должны понимать, сможете вы отработать курс или нет, или вы положите в этот ящик. Если вы располагаете такими супер клиентами, которые будут брать у вас ручную роспись на заказ, там, с ганашом на белом бельгийском шоколаде, которые готовы платить по 10-8 тысяч, то да, вы идете на этот курс, если у вас такая клиентская база. Но если вы, кондитер, начинаете с нуля, увидели в интернете торт разрисованный, хотите зарабатывать деньги, вам нужно работать быстро, качественно и очень красиво, и вкусно совмещать вот эти вот. А сидеть рисовалки рисовать, тем более, когда у нас есть печать, многие вообще не соображают, нарисовано это или распечатано. Девчата, я правильно говорю, да? Висит, да. Кто хочет еще к нам присоединиться, девочки, если здесь есть новенькие, я могу завтра вас взять на свой онлайн-курс. Он не менее богаче и лучше, чем живые мастер-классы. Даже на онлайн, особенно на этом, у меня был первый онлайн, мои первоклашки. Ой, все висим. Висим, да? Ладно, сейчас сохраню эфир, сейчас я перезайду. Отвисло, да? Отвисло? Или мне его сохранять как-то? Давайте. Что нет, муж? Дмитрий Попов, что нет? Зайди, пожалуйста, скажи. Висит, зависло, зависло, зависло. Сейчас отвиснет. У меня просто телефон сел и высветилось. Дима, иди мне зарядное устройство ставь в мой телефон. Все хорошо. Ну, слава богу. Нет, не хорошо. Уже не виснет. А что, все говорят, кто говорит висит, кому не висит? Ну, пару раз было, а потом нормально. Отвисает, да? Да. Переподключаешься, и потом нормально показывает.
Что-то я хотела сказать, вот. Поэтому отвисла. Вы можете перезайти, Дима сказал. Господи, ну у кого отвисло, у кого висит? Девчата, что там у вас висит? Мужчин хоть нет у нас, которые пишут висит, висит. Ничего не висит. Ой. Диме привет. Ну, слава богу, все отвисли, да? О, пошло. Ну, слава богу. Так вот, если кто первый раз меня видите, вы хотите обучиться этому искусству, вы можете к нам присоединиться. Это только сегодня. А так я уже давно закрыла свой набор, потому что народа у меня и так много. Так вот, я что хотела сказать. По-честному, вот, знаете, я люблю курсы вот такие, по чесноку. Ну, чтоб честные были. Лучше их провести один раз круто, нежели 10 раз не круто, да. Если не проводить не круто, вы 10 раз курсы не проведете, люди просто не будут ходить. И все. Ой, боже мой, простите, пожалуйста. Какая красота. Так, слушайте, у меня же традиция. Кто знает, что надо сделать для Елены Павловны? Ну, конечно, конечно, нужно сделать скрин. А куда его прислать, я даже не знаю. Раньше я же просила сторисы, ну, не просила, а сфоткать. Да. Вот. Ну, сфоткайте хоть так. Пусть у меня фотография будет с марафона. Увы, я не знаю, у меня даже есть мастера, которые ведут эфиры и точно так делают. Причем я заметила это и так смеялась вообще. Но это была моя фишка, я там то в голову цветочек, то еще как-то, но это уже давно было. Просто я показывала девчатам, что смотрите, как они классно выглядят, как настоящие. И смотрю, вот есть мастера, которые тоже так делают. Так, сделать скриншот уже. Ну, еще разочек. Муж говорит, улыбайся, я фотою. Поддержка моя, видишь? Смылся в другую комнату и все. Нет, а может и да, не знаю. Ну, есть, не будем называть. Каждый мастер хороший по-своему, но хочется, чтобы было больше индивидуальности, чтобы на этом большом как бы потоке цветочных наших фей был какой-то выбор, куда вы еще могли бы идти учиться, да, чтобы была индивидуальность. Я просто уже устала бежать, если на самом деле. Я вот придумываю, у меня это раз забирают, я придумываю, забирают. Господи, да сколько же я буду плавить свой мозг на самом деле. Но Бог меня награждает тем, что вот ни с того, ни с сего, представьте, вот, я не знаю, 4 или 5 дней назад я придумываю, вот на автомате, я даже не знала, что я делаю, просто. Я вообще делала совершенно другое. Вообще абсолютно. Я делала там декор, мне нужен был пасхальный. И, ну, я записывала видео, я придумываю отличный, супер, офигенный рецепт зефира, не требующий никаких там вообще ничего. Господи, это все на ровном месте. И плюс еще у него структура такую, как я искала, как шармель вот этот вот. Знаете, ну, магазины шармель. Мне именно там нравится. Сейчас я про красителей скажу. Давай, Надечка, делай. Мне там нравится очень структура вот этого зефира. Там прям мясо такое, мясо мясное. Это как в макаронцах, да, вроде все крышечки вкусные, но есть мега вкусные макаронцы, есть пустые. Про зеленый краситель сейчас расскажу. Это лавровый лист. Ничего я туда не добавляла. Топ-декор. И все. Да, Лена, не жалейте, все с ваше остается, все возвращается, вас любят и ценят. Я вам очень благодарна, потому что народ у нас, он не слепой.
Вот. И нужно идти обучаться к первоисточнику, потому что вам расскажут так, как он должен быть, да. У меня очень много студентов, которые уже преподают, и жаль, некоторые мне благодарны, а 50%, наверное, они вообще скрывают, и, конечно же, и... Ой, ладно. С некоторыми, конечно, дружу и поддерживаю хорошие дружеские отношения. У каждого своя подача материала, пожалуйста. Рецепт этот просто, я не знаю. Я хожу, мужу вчера говорю, я так устала, я так устала. Но вот записывая свой пасхальный курс, представьте, вот скажу, потому что Пасха это такой праздник, вот такое вот снисхождение Божье мне пришло, это же вообще... И почему-то вот именно мне, и я вообще тому подарку очень рада, очень просто. Зачем скрин? Просто мне девочки отправят и все. И я поставлю себе куда-нибудь, либо на заставку, либо еще что-то, девчонки любят. Ну, вот так покрутим. Так, насчет белкового крема, да, кто думает, что он куда-то падает, куда-то плывет, либо еще что-то, это совершенно неправда. Смотрите, какие они пухнастики. Можно в виде капкейков сделать. А если сделать меренговый рулет и вот такую прям дорожку, смотрите, оп, выложить из подснежников, будет вообще супер. Конечно, я вас поведу до 11 класса. Конечно, у нас будет супер класс. Вы научитесь со мной делать все абсолютно. Так вот, я не договорила, у меня же был первый онлайн-класс в феврале. Я никогда не соглашалась на эти авантюры, потому что я была уверена, что через экран я людей научить как бы, не могу, потому что, я не чувствую вас, да. Но если знать много нюансов, ты можешь донести человеку. Мои студенты показали очень высокие оценки, очень. Шикарные работы, высокие оценки. Такие работы, которые не показывала я, проходя живой мастер-класс по крему. Но это было еще давно, по-моему, в 2017 году. И таких цветов не было. Ну, конечно, толчок мне дали. Крем мы сделали. Еще мы там 4 или 5 цветочков учили. То есть я такая довольная была. У меня вот так вот, именно мы вот этой насадкой делали хризантемку. У меня вот так 3 палки стояло, вот так практически не падала. Я была счастливая. Я там сделала такую хризантему интересную, я не знаю, 12 вот таких лепестков поставила и думала, что это просто шедевр вообще. И я гордилась собой. И вообще секрет успеха — себя все время гордиться собой, любить себя, радоваться своим успехами, а не гнобить, понимаете? Не гнобить и себя не нагинать. Поэтому у меня на курсах есть всегда правило, что, девочки, что мы не гнобим себя, а радуемся любому своему успеху. Так вот, мои первоклашки показали колоссальные показатели. Колоссальные. Если бы мои первоклашки не показали такие показатели, ни о каких дальнейших онлайн-классах речи бы не шла. Мне работы хватает на живых мастер-классов. Какие-то человеки вообще. На вас подружка обиделась, да, Ирина? Это у вас, Владимир, рожа, да? А у меня лицо. Блестит, потому что я золотая, да? Вот. Только у золотых людей блестит лицо. А у таких, как вы, даже рожа не блестит. Вот и все. И удалитесь, пожалуйста, с эфира. Боже, я первый раз встречаю, что какие-то мужики тратили свое драгоценное время и сидели на женских эфирах. Ой, и смотрели подснежники. Вам заняться больше нечем. Вот. Так я же говорю, что у меня очень много работы с живыми мастер-классами. Большие прям, много. Во всех городах. И вот, я немножко еще онлайн занимаюсь, да? Доставьте вы в покое Владимира Николаевича.
Сахарное золото. Вот видишь, как меня прозвали? Сахарное золото. Так, а как вот эти смайлики найти и удалить? Да я вообще не ведусь, господи. Видите, что в ВКонтакте много таких любителей, вот, ну, гадости какие-то писать, либо еще в Инстаграме как-то немножко такого не было. Он был более лояльный, и никаких там странных людишек не было. А на самом деле я перестала обращать на таких людей, которые пишут гадости, благодаря истории моей студентки, которая работает, она живет и работает в Германии, она посещала мои мастер-классы очень-очень много раз, и она видит, как я переживаю, если там что-то кто-то скажет или еще что-то, ну, потому что мы выросшие в маленьких городах, даже поселках, нас всегда учили так: а что соседи скажут, а что скажет кума, а что учительница, а тебе стыдно, а тебе не стыдно, и нас так воспитывали, нам вот этот все время в головы вдалбливали, что мы что-то кому-то должны. И вот она мне рассказала такую историю, что она работала в одном доме у богатых людей, и у них был сын интересный, с отклонениями. Ему было 22 года, и когда я зашла в комнату, она за ним или присматривала, не знаю, я его застала за таким занятием. Внимание! Всем мужикам, которые сюда пришли, я вам сейчас расскажу, чем вы сейчас занимаетесь. Он писал в Одноклассники гадости, на него все нападали, тратили свою энергию, а он откидывался вот так на стул и ржал от этого, понимаете? То есть чувак получал кайф, но это был больной человек, просто реально больной, у него есть диагноз, да, и он больной. Так, как же этого забанить? Сейчас мы его забаним. Так, заблокировать. О, господи. Да я же уже здесь все понимаю, девчата. Где тут еще этот Вованчик? Сейчас я его... Сейчас и меньше вот этих ква-ква будет. Владимира этого. Может, это и не Владимир, да, девчата? Какие-то девчули, которым не в милость. О! Куда и делся? Какая прелесть! Ну, над больными не смеются, конечно, но этот человек был больной и наслаждался вот этим процессом, понимаете? И когда я хочу кому-то ответить на какую-то гадость, я думаю, а вдруг этот человек реально больной, и ему хорошо от этого. Вот, я не знаю, сколько здесь будет эфир. Еще кто опоздал, рассказываю, что мы сделали. Мы взяли насадочку 79. Пожалуйста, не называйте ее хризантем, это просто насадочка 79. Можно взять 80, либо 81. Все то, что похожее вот такое на улыбочку, на смайлик. Зелень мы сделали насадочкой с треугольничком. Вот такой, она 872. Ее называют в народе лист тюльпана. Я их не называю никак. Покрасили мы цвет лавровый лист. И прежде чем заложить в мешок белый цвет, я мешок кисточкой вот такой вот прошлась, выдавила туда пару капелек и все. И получила вот такую вот красоту няшную. Все, если кто-то хочет спросить у меня что-то, давайте быстренько с вами пообщаемся. 6 минут, возможно, про крем. Вот, смотрите, девчата, уже я могу, что хочу, то и делаю. Видите? Этот свеженький еще. Он еще у меня не застыл. Белковый крем зефирица становится как зефир на самом деле. Это ясно. У меня же еще такая штука есть. Господи, самая красивая. Вот такие у меня есть листочки вафельные. Я не знаю, купите вы такие, не купите. Я их нарезаю и еще вставляю вот так прям, чтобы вообще супер-пупер было. Огонь-огонь.
Смотрите, как красиво, да? То есть еще придает так что, кто, девчата, идет на живые МК, вот в это время, там у меня в Воронеже по Зефиру и в Москве, вам повезло. Но записаться никак нельзя, мест нет. Там уже и так перебор. Но это я, наверное, сильно вот переживала, что народа много, как мы это будем массу варить, как мы это будем все делать. И Боженька мне прям вот подарил вот это счастье. Вот честное слово, мое спокойствие и вот это счастье. Вот сейчас я, кстати, буду тоже его... Ой, мне кажется, вот это вообще очень красиво. Правда же, девчат? Курс по зефиру, смотрите, на зефир я вообще не беру людей, которые не прошли у меня хотя бы онлайн или живой мастер-класс по кремовой флористике. Даже если вы супер-пупер делаете цветы, но вы делаете цветы не по моей технике. И переучить вас будет с моей руки очень сложно. Переучивать нужно на белковом креме, а не на зефире. Поэтому я всегда делаю скидку. Девчата не дают соврать, если вы у меня уже обучались. То есть мне с вами меньше возни, как я говорю. Вот, классно. Да, скажите, с этими вообще палочками вообще супер. Можно покрасить вафельную бумагу, сложить 2 слоя и сделать. Дима, а ну иди сюда, я хотела показать этот венок. Принеси с незабудками с нашего курса, который у нас... А это розочки, видите, маленькие. Вот это я все записывала. Все уроки уже по цветам, слава богу, у меня готовы. Кстати, девчата, я хочу вас порадовать. У вас у всех такие будут техкарты. Смотрите, у всех вот такие техкарты. И по ландышам. Они будут вот точно так, от руки вот здесь написано, а здесь будет печатный текст. Поэтому не обижаемся на мои рисования. Но вам это очень поможет. Я же не дорассказала, что по первому курсу я сделала выводы, что мне нужно... Васильки принеси. Чьи эти незабудки? Что мне нужно все-таки это делать самой. Я на живых мастер-классах вот даю, все вот это пишу. Чтобы вы вот так вот сидели, у вас вот здесь листочек. Потому что все время не пойдешь пересматривать видео. А у вас вот здесь листочек, все, если вы собрались... хочу на курс, приходите. Завтра у нас будет начинаться. Вы можете мне в личку написать. И я вам расскажу, как... Ну, смотрите, какая красота. Да? Они уже у меня прям... Не, они мягенькие еще. Застыли, да? Вот, поэтому я даже вот эти техкарты написываю. Поэтому, девочки, если где-то находите что-то, прям там некрасивенько, не обсуждаем меня, не обижаемся. Это вообще вы сами себе должны делать. Поняли, да? Ранункулюс. Это просто вот чисто вам, я вам от души буду такие техкарты давать. Причем для всего, даже для детского декора. Сейчас покажу, что вы будете учить. Вот, смотрите, какая красота. Ну, я, правда, этому зайцу забыла нос поставить. Он тоже с белкового крема, но это крем меренга. У вас будет рецепт, называется крем меренга. То есть он сухой. Ну, это такие, как вот меренгочки. У вас по моему рецепту по-любому получится. Вы прям можете вот этого вот зайку на куличик поставить и все. Там у нас и курочки будут. Вот видите? Вот. Хорошо, что вы пришли на эфир и вы увидели, что действительно я готовлюсь. И у вас будут все шансы. Только, знаете, девчата, не забрасывайте. Вы, пожалуйста, если даже видео не смотрите, но, пожалуйста, распечатайте все этих карты. И прям вот так вот степлером, опять что-то пришло. Степлером, пожалуйста, их скрепите. Их у вас будет очень много. Только по цветам 11 техкарт. Плюс правила работы с кремом, плюс насадки. Плюс 5 видов глазури у вас тоже будут техкарты.
Плюс вы уже отправили сообщение, вы все умеете отправлять. Вы же пишите мне в личку, не сюда в марафон, а в личку. Елена Попова, Зоринск. Вот. Вы, кстати, там найдете меня здесь в этом марафоне как спикера. Я в такой белой рубашке стою с тортом. И 5 видов глазури там будет, тоже будут тех карты. Даже вот этого зайку, которого мы будем делать, оно вроде посмотрел легко, да, но вы забудете это. А когда у вас будет бумажный носитель, вы... да, господи, что это такое вообще? Трубы какие-то, шары, флажки. Что это такое? И я вам все-таки это все зарисую вручную. Вот этот прям можно сейчас вот взять и съесть. Оно очень вкусное. Ну, как вот меренгу вы на палочке делаете. Еще такие курочки будут в капюшончиках красивые. Ну, может быть, это кому-то покажется некрасивыми, но я делала как могла, потому что пасхальный декор, он вам откроется тоже пораньше. Мы с моей помощницей ставили его на конец, но мне напомнили, что Пасха в Германии раньше, и вообще вы уже этот надо пасхальный декор вам открывать первым, чтобы вы его уже делали, он хранится. Смотрите, у него плоские ушки, видите, еще и загнутые. Вот это я вам покажу, как делать. Это просто вот все. Я единственное зайке забыла нос поставить, но я вам в техкарте нарисую, думаю, что он у меня такой интересный. Вот, знаете, через 2 дня только увидела, что нос. Вот такая вот у меня вот просто голова, хотела сказать дырявая, но так нельзя говорить, забитая. И я вам их тоже зарисую, и тоже насадки покажу. Здесь же в тех картах, смотрите, девочки, я даже прорисовываю, сейчас я загну, чтобы у нас... насадки как выглядят, чтобы вы не спрашивали, как выглядит насадка 234, как выглядит то, как выглядит все. Все это у вас будет. Вот честно, я вам от души это все даю. Это титанический труд, такой труд. Я с себя все соки выжимаю. Бывают дни, что я еле уже, вот сегодня у меня перерыв. Я сегодня готовилась к эфиру, еще, если честно, хотела капкики печь. Ну, тоже можно его посадить в подснежнички, да, вот сюда. Зайчика нашего. Курочку сюда можно. Так вот, я вам там дам рецепт, вот этот крем-меренга, я его называю, он будет в блоке глазури. Вот с него мы будем делать весь детский декор. Плюс много хороших таких вещей. Там и на палочке мишку мы сделаем, ну, как топер. Еще я там птички такие делала, очень красиво, просто белый кулич, вот такую птичку на палочке, господи. Так, что тут у вас сейчас? Это будет актуально, потому что бумага вафельная, сахарная подорожала. Конечно, цветы из белкового крема будут супер сейчас актуальны. Наконец-то настало мое время. Сколько я этот крем двигала. И наконец-то, вот знаете, пришло время, что вот действительно нужно уметь делать цветы из белкового крема. Тем более он очень вкусный, он не жирный. Если вы его приготовите правильно, по моему рецепту, с моими рекомендациями, что добавить, что убавить, он будет шикарный и вкусный. Так, ну что, будем с вами прощаться. Кто хочет к нам присоединиться, к нашей большой дружной компании, вы можете написать мне в личку. Если еще, ну там я могу взять буквально 10 человек на самом деле. Даже ничего не хочу и рассказывать по этому курсу, потому что мест как таковых нету. Это чтобы порадовать наших марафонцев, что они ко мне пришли. Ну, у меня, по-моему, здесь все свои, да, девчат? Все свои пришли. Ладно, я буду с вами прощаться. Если у вас есть вопросы, можно еще сколько-то минут, наверное. Не знаю, сколько здесь эфиры будет позадавать, и я вам отвечу. Спасибо большое. И вам большое спасибо. До новых встреч. МК по Зефиру в Ростове. Я собираюсь в мае в Германию ехать. Но в связи с вот этими всеми событиями я не знаю вообще, как туда я вообще могу приехать. Вот. И если у меня вдруг не получится, то я поставлю Краснодар и Ростов на вот этот месяц. А если все-таки получится, но это я уже скоро буду знать, как
как ехать, как проезжать, потому что придется через 3 страны ехать. Ну, а сейчас вообще, когда коронавирус наступил, вообще тяжело приехать в Германию, в Европу, это очень сложно. Потому что я уже поставила все прививки, которые теперь вот поставила все прививки, вроде, господи, едь, да? Война началась, это... Ой, не пробьешься никуда. Ждем очень Германию. Так, Москва будет. В Москве я ставлю спонтанно курс, и вам лучше, знаете, тоже мне записаться в личку, оставить номер телефона. Я делаю предварительные списки. В Красноярске будет в июне месяце. Я в Барнаул, у меня уже утверждены даты, я всегда... Ой, девочки, простите. Ой, у меня так сынок уроки делает. Как сядет делать. Так, все, наверное, зависло у меня, потому что... Господи, жопа. Откуда ты взялся, жопа? Мы сейчас тебя тоже заблокируем. Так. Все, я буду с вами прощаться, потому что у меня все зависло. Все зависло. Буду выключать.